Упрощенная версия смарт-часов Huawei Watch Fit. Она имеет красивый и стильный дизайн. Также они могут похвастаться своим качеством материалов, перманентным мониторингом пульса и кислорода в крови, за что отдельный плюс, учитывая, что коронавирус никуда не ушел. Мониторинг сна и уровня стресса, отслеживание менструального цикла. Большим количеством watchface'ов, наличием Always On Display, 96 спортивными режимами, водонепроницаемостью 5 атмосфер и 14-дневным временем автономной работы. Обо всем этом нам заявляет сам производитель данных смарт-часов под названием Huawei Watch Fit Mini. Но как на самом деле дела обстоят с ними, я вам расскажу. К слову, Huawei Watch Fit 2 я тоже заказал, и они уже почти на руках. О них расскажу тоже, но позже. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, первое, я советую вам все ролики на YouTube смотреть в X2, включая этот. И второй момент, если вы хотите много моих рассказов про что-то, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи или скидок по ссылке в описании к видео, я туда отдельные обзоры кидаю. Только что я при вас скрыл Huawei Watch Fit. Притом это версия мини, то есть это часы, которых пока еще у нас не продавали, и, возможно, обзоров на них еще нет. Возможно, есть, но это лирика. Не лирика, то, что это дело все выглядит довольно не по-мужски. В первую очередь, что мы видим? Мы видим кожаный ремешок, мы видим то, что все это дело довольно компактно, учитывая, что недавно на канале был Mi Band 7, довольно актуально то, что по мне эта штука не намного и больше, если не меньше. Следующее, сейчас я хочу сразу рассказать, чем все-таки Huawei отличается от Xiaomi. Да ничем, у них тоже неразборная зарядка, к сожалению. Такая же. И смотрим. Все висит. Разумеется, все это дело весит немного. Напоминаю, что в телеграм-канале скидок я, допустим, недавно скидывал ролик про то, как покупать на Авито, и Kiwi отрубили, поэтому нам приходится с этим великолепным курсом, хотя не факт, что когда вы смотрите, он великолепен, жить, понимая, что 53 рубля стоит доллар на бирже вот сегодня, а на Али он стоит 66 рублей. Магия? Не думаю. 20 граммов весит все это дело без ремешка, с ремешком все это дело весит 27 граммов. Документация абсолютно бесполезна на данном этапе жизненного развития, я думаю, вы в этом и так, и без меня уверены. Кнопка, разумеется, не Digital Crown, но она присутствует. По поводу активации, скорее всего, все стандартно. 25 мм, почти 26, на 43 мм. И в толщину все это дело 11 мм. Стекло чуть-чуть выпуклое, никакого безеля, разумеется, здесь нет и быть не может. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Буквально вчера был стрим. Приходите, посмотрите, в прикрепленном комментарии стандартно указаны победители и контакт. Опять же, пишите мне в ВК, я рассказываю, что вам делать для того, чтобы получить выигрыш. К слову, подписывайтесь на группу ВКонтакте, там я тоже выкладываю обзоры, и помимо этого есть еще и магическая тема отзывов победителей. Там, конечно, не все отписываются, но увидите, что с 2019 года браслеты улетают. И не только они. К слову, вчера за One More Xiaomi наушниками никто не пришел, так что надеюсь, что вы проверите, вдруг это вы победитель. Приобрести Watch Fit Mini можно в фиолетовой, коричневой и белой расцветке. Дизайн интересный, внешне смарт-часы выглядят аккуратно. В данной расцветке, да и в других, разумеется, они больше подойдут только женскому полу. Тыльная часть часов изготовлена из матового пластика, а корпус выполнен из алюминиевого сплава, как и ушки. Ремешок быстросъемный, выполнен из эко-кожи, презентабельный вид, как по мне, он потеряет быстрее, чем силиконовые ремешки. Но тактильно он приятный и запястье не натирает. Качество материалов самих часов хорошее, как и сборка. При носке они практически не ощущаются, спать в них комфортно. Но из-за толщины часов иногда было желание снять их перед сном. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья, такие как 6-осевой датчик, IMU, акселерометр, гироскоп и оптический датчик пульса Huawei TrueSyn 4.0. Смарт-часы пульс, как и кислород в крови у воздуха не нащупывали, что хорошо. Измерение пульса и SPO2 может работать в перманентном режиме. Автоматика навсегда. Хорошо, что не в ручном. Тот же кислород проверяется. Показатели на руке во время отдыха приближены к реальным, а вот при активности показатели иногда по моим тестам не точны. Также на борту есть мониторинг сна Huawei True Sleep версии 2.0 и уровня стресса Huawei True Relax. Сон Huawei Fit Mini мониторит отлично, как и фаза сна. Далее, справа
правого торца расположили одну физическую кнопку, ход кнопки туговатый и люфт отсутствует. Она выполняет функцию включения-выключения экрана и переход к меню. С зажатием можно выключить устройство или перезагрузить. Повесить любое другое действие нельзя, что является минусом. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем в 1,47 дюйма с разрешением 368 на 194 пикселя. Экран слегка изогнутый, рамки есть, но они незначительные, а вот подбородок оставляет желать лучшего. Плотность пикселей 282 ppi, картинка довольно четкая, анимации по минимуму, но скроллинг плавный, частота обновления экрана в районе 60 Гц. Цветопередача хорошая, все цвета насыщенные и контрастные. Яркости экрану хватает. В солнечный день часами можно пользоваться без каких-либо проблем. Автояркость отсутствует. Есть функция, которая в ночное время суток снижает яркость экрана до минимума. Спящий режим максимум до 20 секунд. И функция «Экран не гаснет» до 20 минут. Заставка так называемый Always On Display на борту. На выбор есть 5 видов AOD, за что спасибо. Но работает он не постоянно. Через некоторое время бездействия экран гаснет полностью. Так что такой неполноценный AOD. Настроить его работу по времени пока нельзя. Возможно, с новыми прошивками будет по-другому. Активация экрана при повороте запястья срабатывает стабильно и довольно быстро. Также можно включить активацию по нажатии на экран. Установить пин-код возможность есть. Интерфейс доступен на русском языке с неплохим переводом. Шрифт хороший и в целом оформлено все достойно. Далее с главного экрана по свайпам все стандартно. Сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Виджеты можно расположить в любом удобном для вас порядке. Меню небольшое, и из интересного на смарт-часах это тренировки, измерение пульса, кислород в крови, активность, сон, стресс, дыхательные упражнения, музыкальный плеер, через который можно переключать треки и регулировать громкость музыки, воспроизведенной на смартфоне. Внутренней памяти не выделили, во всяком случае, для того, чтобы что-то туда устанавливать или заливать. Так что загрузить музыку или установить какую-нибудь программу возможности нет и не будет. Далее есть стандартные приложения, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме, и будильник, который можно установить прямо с часов, что особенно удобно. Летим дальше. Bluetooth версии 5.0. Связь с устройством, с которым они в паре держат стабильно. Через две стены в многоэтажном доме не отваливались. Подключить внешние Bluetooth устройства возможности нет. Да и смысла тоже. К примеру, те же наушники смысла не имеют никакого, а нагрудный датчик нельзя. Так что про профспорт точно не эти часы. Спортивных режимов на борту 96 штук и плавание в бассейне на борту. GPS не завезли в этой модели, и это приличный такой фейл. Во время тренировки можно пользоваться плеером, что удобно, опять же, смартфона. Автоопределение тренировки есть, бег они определяют хорошо. Звонить часов нельзя, входящий вызов можно сбросить или воспользоваться быстрыми ответами, что особенно удобно. Вибромоторчик хороший, настроить силу вибраций возможность есть. Уведомления приходят моментально, но часы знатно тормозят, как только переходишь к уведомлениям. Возможно, это исчезнет, но я так не думаю. Смайлики не отображаются, а иконки приложения отображаются. Уведомления можно посмотреть и удалить. Быстрых заготовок на уведомления нет для ответов. Далее, емкость аккумулятора 180 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 10 минут, быстрая зарядка на борту и, как заявляет производитель, 5 минут подзарядки должно нам дать 2 дня автономной работы. Но если использовать эти часы по максимуму, а точнее просто пользоваться всеми функциями, то от этой быстрой зарядки толка 0. Время автономной работы практически со всеми включенными функциями мониторинга здоровья, кроме уровня стресса, и включенным Always On Display выходит не более 6 суток по моим тестам, и это в лучшем случае. Водонепроницаемость 5 атмосфер, я их протестировал, искупав в воде, по итогу с ними ничего не произошло, что хорошо. Плавать, принимать душ и так далее с ними, разумеется, можно спокойно. К слову, ремешок не пострадал, как и внешне сами часы. Летим дальше. Huawei Watch Fit Mini работают в паре с приложением «Здоровье» от Huawei. На главном экране в приложении мы имеем 5 вкладок. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, третья — это новостная лента, четвертая вкладка отображает подключенные устройства и последняя — это профиль. На главной странице с часами есть заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, бесплатных циферблатов достаточно на любой вкус. Свою или любую другую фотографию на заставку поставить можно. В стоке на часах есть пользовательские watchface, которые можно настроить под себя, и вдобавок через них можно переходить в приложения, которые отображаются непосредственно на самом циферблате. Помимо перечисленного выше, также есть настройка мониторинга здоровья, настройка уведомления, будильника и погоды. Обновить прошивку в приложении, разумеется, можно, и обновления мне уже прилетали. Минусы: нет возможности повесить другие команды на кнопку. Во всяком случае, пока нет GPS и, разумеется, не будет. Также я не обнаружил заявленные Bluetooth кнопки и отслеживание менструального цикла. Кнопка для спуска затвора на смартфоне, скорее всего, работает только со смартфоном Huawei. Нет возможности подключить Bluetooth устройство, нет встроенной памяти, нет NFC не будет. Ну а самый эпичный фейл, повторяюсь, это то, что нет
нет GPS. Для такого размера могли бы и запихать. Плюс не такая космическая автономность, как заявлено. Я не думаю, что они будут у кого-то жить дольше недели. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Сейчас у Алиэкспресса очень такой неплохой курс. Да, они отключили Kiwi с одной стороны, с другой стороны. Вчера я покупал Vivo X80 за 34 тысячи рублей. Также все еще можно купить OnePlus 10 Pro в районе 35 тысяч рублей. И еще много всяких прелестей. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок по ссылке в прикрепленном комментарии и телеграм-канал взаимопомощи. Нас там почти уже 15 тысяч человек. Сформируете задание, вам помогут, что выбрать. Но лучше всего пользоваться поиском, потому что, мне кажется, на все современные девайсы вопросы у нас уже поднимались, советы уже всем давались. Комьюнити большое, будем всем рады. Резюмирую, Huawei Watch Fit Mini хороший выбор. Как для подарка девушке, внешне они смотрятся действительно отлично, особенно на женской руке. Если говорить о плюсах данных смарт-часов, я бы выделил хороший интерфейс с нормальным шрифтом и переводом. Великолепно они, я уверен, будут работать с хуавеевскими смартами, которых не так и много осталось. Неплохое время автономной работы у часов, защита от воды 5 атмосфер, возможность отвечать на вызовы быстрыми заготовками и, разумеется, перманентное измерение пульса и особенно кислорода в крови. За здоровьем надо следить. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Завтра Realme Q5. Да-да-да, это тот смарт, который можно купить за 10 тысяч рублей. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.